товарищ Верховный Главнокомандующий, руководящий состав Центрального аппарата, территориальных органов, учебных заведений Министерства внутренних дел на расширенное заседание коллегии собран. Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Горовой. Товарищ офицер. Добрый день, уважаемые товарищи. Как обычно, на расширенной коллегии поговорим о результатах работы органов внутренних дел в 2016 году, о тех приоритетных задачах, которые вам предстоит решать, в том числе с учетом обновленной редакции положения о Министерстве внутренних дел. В соответствии с этим документом на ваше ведомство возложен ряд полномочий, ранее закрепленных за другими ведомствами ФМС и ФСКН. Также вам предстоит формировать государственную политику в области безопасности дорожного движения. Говоря о результатах, отмечу, что в 2016 году сохранилась тенденция на снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий. Есть позитивные подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними. Эти показатели достигнуты благодаря серьезной работе участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска, ГИБДД, других подразделений, а также за счет более эффективной организации действий МВД, координации действий МВД с другими правоохранительными структурами, ведомствами и органами власти. Вместе с тем, почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытыми. Имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме. В том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств. В этой связи обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи. Прежде всего, это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах, а это мы отмечаем как положительный фактор, но это еще не повод для успокоения. Напротив, нужно последовательно закреплять достигнутые позитивные результаты. На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придет к ним на помощь. Для укрепления общественного порядка нужно активно взаимодействовать с Росгвардией, с общественными, добровольческими объединениями, шире применять современные технические средства. Нужно продолжить развитие системы профилактики правонарушений. Вы знаете, летом прошлого года принят соответствующий федеральный закон. На очереди создание системы мониторинга проводимых профилактических мер, формирование согласованных механизмов сбора, обработки информации. В комплексе это позволит полиции постоянно держать в поле зрения граждан из так называемых групп риска. Но еще важнее сделать все, чтобы помочь людям, которые действительно хотят вернуться к нормальной жизни. И просил бы вас об этом никогда не забывать. Еще одна важнейшая задача – это противодействие экстремизму. Совместно с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые экстремистские проявления, пропаганду насилия, ксенофобии, национализма, противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе связанных с работать активно по тем, кто связан с международными террористическими организациями. И мы с вами многократно к этой теме возвращаемся. Знаю, что вы активно работаете по этому направлению. И прошу вас, как и прежде, действовать жестко и абсолютно бескомпромиссно. Все чаще экстремисты и радикалы используют в своих целях социальные сети, интернет. В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой хотел бы сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники, а иначе их не назовешь,
можно было бы назвать, если бы не публичное выступление. Но они как минимум преступники, прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной Думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, еще раз хочу подчеркнуть, преступную деятельность. Далее. Важно добиваться последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах. А для этого внедрять новые технологии безопасности, применять современные средства фиксации нарушений и, конечно, отлаживать механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом, другими ведомствами. Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества. Поэтому прошу активнее выстраивать партнерские отношения с волонтерскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами. Это, кстати, касается не только порядка на дорогах, но и профилактики преступности, коррупции, работы с людьми, которые могут быть втянуты в криминал, да и по другим значимым острым вопросам. Уже говорил сегодня, что в компетенцию МВД переданы серьезные полномочия в сфере контроля за миграционными процессами. Мы создаем цивилизованную, прозрачную среду для тех, кто хотел бы жить и работать в России, но, безусловно, соблюдая наши законы, уважая традиции и культуру нашей страны. При этом каналы нелегальной миграции, любые факты нарушения миграционного законодательства должны решительно пресекаться. Для мониторинга ситуации и принятия превентивных мер необходимо развивать систему информационных ресурсов, наращивать сотрудничество с нашими партнерами по Евразийскому союзу. Ну и, конечно, с другими странами в самом широком смысле этого слова. И в заключение о кадровой политике, о тех требованиях, которые должны предъявляться кандидатам на ключевые должности в системе МВД. В прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомства. Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел. Бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы. Повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава. Требования к тем, кто претендует на руководящие должности, должны стать более жесткими. Ну и, конечно, очень рассчитываю на службу собственной безопасности, министерство. Уверен, что вы приложите максимум усилий для решения всех поставленных задач. Позвольте вас поблагодарить за работу в прошлом году и пожелать успехов в 2017. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые товарищи, в завершении этой части работы хотел бы вот еще на что обратить внимание. Хотя прозвучало все это, но я, тем не менее, вернусь еще раз к некоторым вопросам. Ну, конечно, есть результаты. Они очевидные. Это отражено не только в данных статистики, но отражено в том, что происходит у нас реально на улицах, в общественных местах. Действительно снижается преступность. Это результат конкретной работы сотрудников органов внутренних дел. Снизилось количество погибших на дорогах. И намного, на 1/3. У нас ведь было свыше 30 тысяч иногда погибших на дорогах в некоторые годы. Но все-таки 20,3 тысячи человек погибли. И я выражаю слова благодарности тех, кто поработал и реально снизил эту печальную, трагическую цифру. Все-таки обращаюсь
к вам с убедительным призывом продолжить эту работу и дальше. 20 тысяч с лишним – это много, очень много. То же касается работы среди несовершеннолетних. Да, снижение есть, оно заметное, 13% с лишним. Но мы понимаем, что такое несовершеннолетняя преступность или преступность среди несовершеннолетних. Это судьбы людей, потом по жизни пойдут с этим. Поэтому это очень, очень важно, очень важно. Или тяжкие преступления. Нужно продолжать эту работу дальше, по снижению. В прошлом году мы провели такие серьезные реорганизации из состава МВД. Были выделены внутренние войска, преобразованы в Росгвардию. Дополнительная компетенция появилась. Я уже в своем выступлении об этом говорил, и министр сейчас упоминал. Вот. У нас была возможность с Владимиром Александровичем в конце прошлой недели, в выходные дни, в неформальной обстановке, но подробно поговорить по очень многим вопросам, в том числе и прежде всего по служебным. Я хотел бы еще раз отметить, что вот эти преобразования прошли безболезненно фактически для соответствующих направлений работы. И это, конечно, большая заслуга и руководящего, и личного состава соответствующих подразделений министерства в целом. Мы с Владимиром Александровичем, как я уже сказал, в выходные дни обсуждали эти проблемы, в том числе, скажем, взаимодействие с Росгвардией. Есть в МВД остались свои силовые, силовые, так назовем, структуры, призванные обеспечивать оперативную деятельность, но значительный объем работы все-таки проводится Росгвардией. Мне бы очень хотелось, чтобы вот это взаимодействие сохранилось, но мы не наблюдали бы роста вот этой силовой составляющей, и нам ни в коем случае создание вторых внутренних войск, второй Росгвардии нам не нужно. Нужно хорошее взаимодействие, так как это всегда было. Я не вижу никаких причин, чтобы там были какие-то сбои. Насколько я понимаю, их и нет, и рассчитываю, что так будет и дальше. То же самое касается по направлению борьбы с незаконным оборотом наркотиков в сфере миграции. Вот действительно, есть и проблемы, мы говорили об этом. Нужно будет подумать о финансировании этих пунктов содержания, тех, кто нарушает российское законодательство. Но очень важно, чтобы была и синергия от того, что было сделано с точки зрения преобразования. Если говорить о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, то это значит вся система органов внутренних дел. Вы и раньше этим занимались, но теперь если мы исходили из того, что это будет в одном кулаке, и работа будет более эффективной. То же самое касается и деятельности бывшей ФМС, и политики в области миграционной политики. Потому что и раньше работали с ФМС в тесном контакте, но без сопровождения МВД деятельность ФМС, наверное, была практически невозможна. Сейчас это все в одном органе находится, и я очень рассчитываю на то, что работа будет более эффективной вестись. Это очень чувствительная, вы сами знаете, очень чувствительная сфера для наших граждан. Она носит и экономический характер, она и очень важна с точки зрения соблюдения российского законодательства и соблюдения интересов наших граждан, прежде всего граждан России, мы должны об этом думать, но и соблюдение законных прав и интересов тех людей, которые хотят жить, работать в России, но обязаны, как я говорил уже в своем вступительном слове, соблюдать наши законы, уважать наши традиции и культуру. Очень рассчитываю, что все эти преобразования, которые были проведены, они повысят качество вашей работы. МВД у нас ключевой орган в борьбе с преступностью, ключевой орган по обеспечению правопорядка в стране. Это и по объему задач, и по объему работы,
которые вы выполняете, она просто колоссальная по объему. И вы это хорошо знаете. От того, как МВД это делает, в значительной степени зависит отношение людей к власти вообще. Я хочу вас еще раз поблагодарить за результаты прошлого года и очень надеюсь на то, что на этом личный состав Министерства внутренних дел не остановится. Желаю вам удачи. Спасибо большое.